Привет, Арми. Тэкук прекрасен, и то, что они разделяют, кажется подарком, который приходит именно тогда, когда он нужен. Это не просто особенный момент, это чувство целостности, которое витает в воздухе и оседает в наших сердцах. Связь между Тэхёном и Чингуком ощутима каждую минуту, в том, как они смотрят друг на друга, как слушают друг друга, и в том спокойствии, которое они излучают, когда находятся вместе. Многие сомневаются в них, когда их присутствие не всегда заметно, когда графики, обязательства и расстояние, кажется, разделяют их. Но время доказывает обратное, то, что их объединяет, не ослабело. Сегодня связь между Тэхёном и Чингуком кажется сильнее, глубже и надежнее. Недавняя прямая трансляция стала тому подтверждением. Естественный флирт, нежные голоса, общий смех и маленькие жесты, понятные только им, сделали все интимным и реальным. В этом пространстве даже Джин стал частью момента, с легкой, игривой точки зрения, словно наблюдая за динамикой, которую он уже хорошо знает. Излучаемая энергия была настолько ощутима, временами казалось, что мы наблюдаем обычную ночь в жизни Тэкука, ночь, когда все шло легко и непринужденно. То, как Тэхён не раз упоминал, что будет спать рядом с Чингуком, передавало доверие, привычку и близость. Это была не просто случайно произнесенная фраза, это было естественное выражение чувства безопасности. Когда Джин шутил о том, чтобы спать вместе, их ответ был мгновенным и твердым, никакого согласия не было, и это говорило само за себя без излишнего акцента. Фразы вроде «твоя кровать», «моя кровать», «твой дом», «мой дом» передавали ясное послание. Они делили не только публичные моменты. Они делили пространство, распорядок дня и жизнь, которая ощущалась как общее. Именно эта естественность больше всего тронула фанатов, потому что дело было не в громких заявлениях, а в повседневных жестах. Видеть их такими, счастливыми, расслабленными, и так близко, это вызвало эмоции, которые трудно описать. Была радость, спокойствие и ощущение того, что мы стали свидетелями чего-то искреннего. Для тех, кто терпеливо ждал, этого соединения показалось невероятно особенным, словно награда за непоколебимую привязанность и доверие, которое сохранялось даже в молчании. Тэкук вернулся с той же сущностью, но зрелостью, которая была одновременно видимой и ощутимой. В мире, где так много кажется фальшивым или пустым, Тэхён и Чингук показывают другую сторону любви – любовь, построенную на времени, уважении и верности. Им не нужно ничего доказывать грандиозными речами, потому что эта любовь уже видна в деталях, в заботе и в выборе друг друга снова и снова. Спасибо, Тэкук, за то, что вы остались самими собой и поделились таким особенным светом. Ваши отношения вдохновляют, утешают и напоминают нам, что настоящая любовь существует даже в самых простых жестах. Мы будем продолжать сопровождать, поддерживать и радоваться каждому вашему совместному шагу. Недавняя прямая трансляция оставила неизгладимое впечатление, чувство, которое сохраняется даже после того, как экран выключается. Дело было не просто в том, что они были вместе, дело было во всем, что они передавали, находясь в таком спокойном пространстве. С самого начала Тэхён казался расслабленным, спокойным и связанным друг с другом, словно два человека, которые понимают друг друга без усилий. Их выражения лиц были искренними, их улыбки – мягкими, а их взгляды – наполненными интимностью, не нуждающейся в объяснении. Чингук смотрел на Тэхёна с непоколебимым вниманием, в его глазах отражались беспокойство, притяжение и ощутимая нежность. Ничто не отвлекало, только сосредоточенность, как будто присутствие Тэхёна было самым важным в комнате. Тэхён отвечал на это внимание спокойной улыбкой, открытым выражением лица и сиянием, излучающим чувство безопасности. Казалось, он находится в месте, где может быть самим собой. За эти годы их отношения не утратили своего блеска, наоборот, они развились во что-то более глубокое, стабильное и внушающее уверенность. Очарование проявлялось в простых жестах, в мягком тоне голоса и в многозначительных взглядах. Они ничего не преувеличивали, потому что близость уже была устойчивой и настоящей. В какой-то момент окружающий мир словно исчез. Камеры, обстановка и толпы стали незначительными по сравнению с тем маленьким миром, который они создали вместе. Взаимное внимание было очевидно в каждой детали, легкие прикосновения, неторопливая близость и нежные жесты, отражающие уважение и привязанность.
Чингук принимал все это со спокойствием человека, который чувствовал себя в безопасности, ценил и понимал. Тон их голосов, их тихий смех и то, как они разговаривали друг с другом, усиливали атмосферу. Они не пытались перетянуть внимание на себя, они просто делились моментом. Их язык любви был разнообразным, тонким и последовательным, формируя прочную связь через маленькие, значимые детали. Тэкук — это история постоянного роста, отмеченная близостью, пониманием и непоколебимым присутствием. Эти отношения не зависят от внимания публики, они живут в тишине, в привычке и в чувстве взаимного выбора. Именно поэтому это чувство остается стойким, теплым и сохраняется еще долго после того, как все закончилось. За эти годы многие, кто внимательно следил за историей Тэхёна и Чингука, почувствовали нечто большее, чем просто совпадение. Между ними существует спокойная, постоянная и непоколебимая связь, очевидная в том, как они смотрят друг на друга, когда думают, что никто не смотрит, в том, как их глаза ищут друг друга в толпе, и в спонтанных жестах, возникающих без всякого планирования. Близость между ними непритворная, это не натянуто, и это не зависит от ситуации, это просто существует, это течет естественно. Их отношения построены на мелких деталях, которые часто остаются незамеченными, но именно они наиболее значимы. Не нужно грандиозного зрелища, чтобы понять, что их связывает, достаточно взглянуть на то, как они стоят рядом, как их тела уверенно прижимаются друг к другу, или как простая улыбка, которой они обмениваются, передает больше, чем долгие слова. Это любовь, которая постоянно присутствует, спокойно и искренно, даря чувство безопасности, которое ощущается даже теми, кто наблюдает издалека. Есть явная взаимная забота, видимая, когда один из них устал, когда возникает внешнее давление, или когда мир движется слишком быстро. Тэхён находит в Чингуке пространство, чтобы быть спокойным, чтобы дышать и быть самим собой без каких-либо требований. Чингук, в свою очередь, кажется, чувствует себя защищенным, понятым и полностью принятым, когда находится рядом с Тэхёном. Эта динамика создает редкий баланс, который не ослабевает со временем, а только укрепляется. Их связь зародилась не в результате одного крупного события, а в результате долгого пути, строившегося день за днем. Каждый жест имеет смысл, каждый взгляд углубляет то, что уже есть. Есть доверие, есть чувство единения, и есть эмоциональная связь, которая сохраняется, несмотря на перемены, напряженный график и порой неизбежное расстояние. Это не отношения, которые приходят и уходят, это постоянное присутствие, сопровождающее их личный и профессиональный рост. Взаимодействие Тэхёна и Чингука имеет особый ритм, который невозможно неправильно истолковать. Чингук не проявляет такого внимания, кому попало, и Тэхён тоже не дарит такую теплоту случайно. Когда они вместе, создается другая атмосфера интимная, нежная и искренняя. Их взаимодействие имеет свой собственный язык, состоящий из легких прикосновений, взглядов, которые задерживаются немного дольше, и непринужденных улыбок. История Тэкука олицетворяет единство и понимание. Речь идет не просто о моментах, запечатленных на камеру, речь идет о глубокой связи, которая сохраняется даже в тишине. Уважение, восхищение и привязанность присутствуют на каждом этапе их пути. Эту стабильность ощущают те, кто наблюдает за ними с открытым сердцем, стабильность, тихая, но очень реальная. Со временем эта связь не угасает, а становится только яснее. Ясно, что им нравится общество друг друга, что они выбирают друг друга без колебаний, и что они находят друг в друге постоянную поддержку. Им не нужны грандиозные жесты, чтобы что-либо доказать, потому что их забота друг о друге говорит сама за себя. В Тэхёне и Чингуке мы видим отношения, построенные на эмоциональной близости, доверии и искренней заботе. Это история, которая продолжает двигаться вперед уверенными шагами, отмеченная взаимоусиливающим присутствием, привычками, которые кажутся родными, и маленькими решениями, принимаемыми каждый день. Тэкук — это не просто идея и не просто надежда, а постоянное присутствие, отражающееся в том, как они делят пространство, время и внимание. И, возможно, именно это делает эту историю такой трогательной. В мире, который часто требует объяснений, Тэхён и Чингук напоминают нам, что любовь не всегда нужно признавать.
Иногда любви достаточно просто быть рядом, достаточно, чтобы выдержать, достаточно, чтобы почувствовать. Она живет в тишине, в привычке и в преданности, которая не ищет признания.